Приветствую вас на канале Wow Nails Design, и в этом видео у меня будет два градиента, один горизонтальный, другой вертикальный, и два цветочных варианта с сухоцветами и со слайдерами. И сразу скажу, не нужно писать в комментариях, что данный способ хорош только на типсе. В следующем видео покажу на реальных, самых обычных ручках, как же выполняю именно этот градиент. Итак, нанесла насыщенно фиолетовый, светло-фиолетовый и йогуртовый лимонный. Кистью для градиента гребешок, разметающими движениями из стороны в сторону, перемешала цвета между собой. В данном дизайне нам не нужен стопроцентно идеальный градиент. Некоторые полосы имеют место быть. Градиент просушили 1 минуту и перекрываем ноготок глянцевым молочным топом без остаточной липкости. Он-то и скроет все недочеты. Топ просушиваем 1 минуту и аппликатором вглаживаем в тирку Аврора розового цвета. Излишки в тирке смахиваю кистью. Для стопроцентной носки подпиливаю торец, промазываю бескислотным праймером. Могу также промазать базой для гель-лака. Фиксирую в лампе и затем уже перекрываю глянцевым топом, хорошенько запечатывая торец. И вот такое вот блестящее залипалово у нас получилось. Второй вариант градиента — это вертикальный. По центру нанесла йогуртовый лимонный, затем 2 мм светло-фиолетового и у боковых валиков по 2 мм темно-фиолетового. Данный градиент делаю в технике по акрилу, то есть первый слой в качестве подложки у меня был пересыпан прозрачной акриловой пудрой. А уж по акриловой пудре растушевать можно максимум за 2 минуты любые цвета и сочетания. Цвета растушевывала обычной круглой кистью шириной 2 мм. Данный способ попроще предыдущего, но грязнее, так как приходится рассыпать эту пудру. В этой технике градиент получился сразу идеальным, но даже если у вас есть какие-то недочеты, то перекрыв молочным глянцевым топом, все эти нюансы скроются. Я перекрыла и просушила 1 минуту. Далее аппликатором вглаживаю в тирку. И для наглядности покажу вам два варианта. Первый вариант — это жемчужная втирка, она полностью прозрачная, не придает практически никакого оттенка, лишь только стеклянный жемчужный блеск. Безумно красивый залипательный эффект получается, особенно на градиенте. И второй вариант — вгладила в этот же вертикальный градиент тирку Аврора розового оттенка. Излишки также смахнула кистью. Ну что скажете? Я вас окончательно сбила с толку? Жемчужность или Аврора? А я перекрываю ноготок глянцевым топом, запечатывая торец, просушиваю, и следующий вариант. И опять градиент. По 1/3 нанесла йогуртовый лимонный, светло-фиолетовый и насыщенно фиолетовый. Кистью гребешок для градиента разметающими движениями перемешиваю цвета между собой. Градиент нам не нужен идеальный, так как дальше перекроем молочным топом и он все скроет. Некоторые полосы имеют место быть, но я все же прошлась стягивающими. И для тех, у кого совсем не получается градиенты, можете вообще плюнуть на это, так как не менее эффектно он будет смотреться просто на светло-фиолетовой, на какой-то сиреневой камуфлирующей базе. Перекрыли ноготок, например, сиреневой базой, просушили. И далее будем использовать самые простые, обычные плоские слайдеры. Я выбрала в тон градиента, у меня будут фиолетовые такие цветочки и веточки, чтобы все это напоминало вот эти аквариумные дизайны с сухоцветами. Ноготок тонко прокрасила прозрачной базой для гель-лака, просушила ее 5 секунд и на недосушенную базу переношу размоченные слайдеры. Делаю это с помощью штампа. На стандартных коротких ноготках тут будет максимум пару цветочков и пару листочков. Силиконовой кистью разглаживаю складочки, чтобы нигде не было никаких заломов слайдеров. И на данном этапе, так как база недосушенная, прям несколько секунд можно зафиксировать в лампе и затем на ее липкость, на липкий слой, наносим в некоторых местах хлопья юки, переливающиеся как втирка единорог. Уже даже на данном этапе можно остановиться и в принципе дизайн этот оставить таким. Но я несколько секунд зафиксировала дизайн в лампе и перекрыла глянцевым молочным топом без остаточной липкости, просушила, и дизайн готов. И четвертый ноготок в подборочку в сочетании с теми предыдущими двумя градиентами. Ноготок перекрываем, выравниваем камуфлирующей сиреневой базой. Ее просушиваю 30 секунд. Далее буду использовать вот такие сухоцветы в баночке, они у меня с Алиэкспресса, фиолетового оттенка. Я их нанесла сначала на перчатку, чтобы из этого красящего фиолетового геля выбрать эти мелкие цветочки. И их тонкой кистью перенесла на ноготок. Вот что у меня получается на данном этапе. Можно, кстати, накидать фольги по талии или хлопьев и оставить дизайн так. Но на эту липкость я взяла цветочек светло-сиреневый диаметром где-то 5-6 мм, разрезала его пополам и вот так по диагонали 2 этих кусочка выложила.
Если выкладывать целый, то он будет торчать. А так больше вероятность, что мы его достаточно тонко и хорошо затем перекроем, запечатаем. Также добавила нарезанные кусочки сухоцвета зеленого. Это могут быть любые зеленые сухоцветы, как такие же цветы, так и листья. Просто порезать их ножницами маникюрную мелко. И далее на эту липкость добавлю тех же самых хлопьев юки, которые использовала в предыдущем дизайне, которые переливаются как втирка единорог. Фиксирую в лампе. И теперь нам необходимо выровнять ноготок и запечатать все эти сухоцветы, чтобы они нигде не выпирали и клиентка их потом не отколупала, если будут где-то торчащие уголки. Делаем это кому чем удобно. Я это сделала густой прозрачной базой, также это можно сделать прозрачным конструирующим гелем. Просушила, сняла липкий слой и фрезой слегка прошлась, выровняла и убрала кое-где все же торчащие мелкие уголки. Вытерла от пыли, и, кстати, в матовом он очень красиво тоже смотрится как вариант. На данном этапе можно перекрыть матовым топом, и дизайн будет замшевым и бархатистым. А я перекрыла глянцевым и просушила его 1 минуту. Грустно только одно, что данные цветочки производили только китайцы, и, возможно, в России их уже нельзя будет заказать. Но не отчаиваемся и не расстраиваемся, и это цветочки сливы. То есть вы поняли, что надо будет делать весной и летом? Собирать и сушить. Вот такие вот 2 варианта, альтернативу вам как с сухоцветами, так и со слайдерами. И, кстати, подписывайтесь на мое сообщество во ВКонтакте Wow Nails Design. Ссылку оставлю в описании под видео. И кому любопытно и есть желание, туда можно выложить свои фото и видео работ по моим мастер-классам. И девочки уже начали выкладывать, и там безумно интересно, очень много вариантов красоты, добавляют от себя какие-то идеи, изюминки. И для тех клиентов, которые ищут, что же, где же такие мастера, которые повторяют всю эту красоту по данным мастер-классам, вот, можете полюбопытствовать и посмотреть, может быть, кто-то друг друга найдет. Итак, надеюсь, это видео вам было полезным, понравилось. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии, это не дает данному каналу затеряться в общей массе. Люблю, уважаю всех моих подписчиков, но если все-таки россиян отрежут от общего мира, советую подписаться на мой канал Дзен. Спасибо за внимание и до новых видео!